Всем привет! Утро в Оклахоме началось с одного колоритного кафе Highway. И так планировал там позавтракать. А после рекомендаций Аарона вчера, тем более. Но кафе запомнилось вовсе не завтраком, а этим. Вот оно, какое царство тягачей. Поболтал немного с одним из водителей этих тягачей. Сошлись во мнении, что олдскульные авто и мотоциклы намного интереснее современных. А дальше пошла уже традиционная дорога вдоль полей, периодически проходящая через маленькие городки со всякими артефактами трассы 66. Но я почти не останавливался и вскоре доехал до Талсы. Это довольно большой город на 66-й, который стал более известным благодаря сериалу со Сталлоне. Из мест, которые уже открылись к тому моменту, был магазинчик Buck Atoms Cosmic Curios, очередная рекомендация паспорта трассы 66. И вот там меня ждал сюрприз. В магазинчике Buck Atom неожиданно нашел для себя классную вещь. Осталось только запаковать ее в багаж каким-то образом, но это ремейк оригинальной той самой игры, которую я видел в музее. Купил, в багаж еле-еле впихнул. А на выезде из Талсы я не смог проехать мимо исторической деревни Route 66. Это, по сути, музей трассы 66 под открытым небом. Вот только экспонаты там не какие-то предметы и вывески из 60-х, а прям объекты инфраструктуры того времени. Следующей, уже плановой остановкой было рок-кафе в Страуде. Ну что, торнадо нету, но похоже, что без дождя не обойдется. По пути погода начала портиться, но я решил, что успею добраться без переодевания в дождевик. Не успел. Ну, то есть почти успел. Небольшой дождь накрыл буквально за пару километров. Одежда успела намокнуть, а я сам нет. Так что остановка на обед оказалась очень вовремя. И опять мультфильм «Тачки». Фигурки Молнии и Салли перед рок-кафе стоят не просто так. Прообразом персонажа Салли, голубого Порше, можно назвать Доун Уэлч, владелицу этого кафе-магазина. С 20 лет она 4 года работала на круизах, путешествуя по Карибам и общаясь с людьми со всего света. Она планировала открыть магазинчик в Коста-Рике. Но в 1993 году она заехала в Страуд в гости к маме и волей случая договорилась помочь запустить кафе одному ее знакомому. Они договорились на полгода, но в итоге Доун осталась здесь навсегда, влюбившись в этот городок. Пока я обедал и изучал сувениры в этом кафе, дождь прошел, а одежда на мне высохла. Так что я погнал дальше. По пути заскочил в Чандлере в центр трассы 66. Наверное, это был самый необычный музей дороги-дорог, в который я заезжал. Монументальное бывшее армейское здание и совсем нетипичные материалы о трассе. Но мне хотелось классики, и я торопился доехать до Клинтона. Там, судя по отзывам, был отличный музей дороги-дорог. Так что я решил не тратить время в трафике в Оклахома-Сити и прошел город насквозь по 44-му интерстейту. Около Эль-Рино я вернулся на 66-ю, но почти сразу же попал на закрытый участок. И вместо того, чтобы вернуться на хайвей, я повелся на табличку «Объезд» и сделал крюк 80 километров, наслаждаясь по пути пейзажами с грозовыми тучами над полями. Кстати, знаете, чем знаменита Оклахома? Торнадо. Оклахома – один из штатов, через который проходит аллея торнадо. Но именно здесь исторически случаются самые мощные из них. В топе торнадо с сильнейшим ветром сплошь ураганы отсюда. Помните фильм «Смерч»? Действие сюжета было в Оклахоме. А в этом году вышел ремейк «Смерч 2». И в нем действие тоже разворачивается в Оклахоме. Более того, кульминация происходит рядом с тем самым Эль-Рино, после которого я чуть не заблудился. И это тоже не просто так.
В 2013 году в Эль-Рино случился мощнейший ураган, убивший даже нескольких охотников за торнадо. Он прошелся в основном по безлюдной местности и не причинил много ущерба, поэтому его классифицировали как третьей категории. Вот только скорость его ветра была второй в истории, более 500 км в час, а диаметр был 4 километра 200 метров. Это до сих пор самый большой торнадо в истории наблюдений. Кстати, конец апреля, начало мая – это как раз пик сезона этих явлений. Так что внутри меня боролись два чувства. С одной стороны, очень хотелось увидеть такое, а с другой, вы сами все понимаете. Но мы разминулись. Серия сильных торнадо прокатилась по штату спустя 3 дня, 27 апреля. А всего в этом году за апрель и май в Оклахоме было зарегистрировано 108 торнадо, в том числе 2 четвертой категории. Но вернемся к 66-й. Крюк 80 километров, который я сделал, возвращаясь на трассу после Эль-Рино, к сожалению, стоил мне попадания в музей Oklahoma Route 66. Я приехал туда ровно в 5 вечера, как раз ко времени закрытия. А музейчик, похоже, был интересный. Через несколько километров в Элк-Сити еще одно интересное место – Национальный музей Route 66. Довольно большой комплекс построек, выполнен в стиле эпохи рассвета дороги дорог. Я ограничился осмотром снаружи, он тоже уже был закрыт. Это вообще особенность подобных заведений вдоль всей матери всех дорог. Режим работы порой крайне ограничен, так что если есть желание увидеть все и везде, нужно сильно сокращать суточный пробег и растягивать поездку. В целом же трасса 66 в Оклахоме продолжила мое погружение в дух настоящей одноэтажной Америки. И местами это было очень сочно, красиво и интересно. Ну а местами... Ну что ж, трасса 66 – это не всегда лоск. Это тоже трасса 66. Вскоре я пересек границу очередного штата. Это был Техас.